Пока, вы знаете, не очень хороший звук у Риты. Я вижу, вот в английском чате пишут, что искаженный звук по какой-то причине. Возможно, из-за того, что связь в новом офисе не очень хорошая, интернет-связь, поэтому и звук такой. Сейчас попытаемся все-таки как-то преодолеть эти трудности. Но это скорее даже не в самом аппаратном обеспечении проблема, а именно в связи. Вот сейчас Рита задает вопрос, слышно ли ее, но ее очень плохо слышно. Сейчас запустим демонстрацию экрана. Ну, просит Рита поставить плюсик в чат, если ее слышно, но... Все еще пытаемся определить, что делать со звуком. Так, я являюсь представителем лидерского совета, также являюсь президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, а также я являюсь преподавателем по криптовалютам и блокчейну, являюсь сертифицированным тренером мастер-профи, ведущим гения финансов, членом ассоциации генерала мира за мир, спикером и частным инвестором. Я уже 2,5 года в этой компании, и с чего бы мне хотелось начать? Так, сейчас мы поставим слайды. Значит, сегодня я хочу, чтобы кто-нибудь из наших слушателей выступил, поговорил о вчерашнем дне, если вы еще до этого не выступали. Поэтому я попрошу вас рассказать о своих осознаниях вчерашнего дня, о тех темах, которые мы обсуждали вчера. Мы составляли календарь, говорили о календаре, если помните, о планировании. Поэтому, возможно, у вас уже до этого вы вели календарь, либо вы начали вести календарь. Может, вы извлекли какие-то полезные уроки или советы, которые помогут вам в ведении вашего календаря. Давайте посмотрим, кто хотел бы об этом поговорить. Поднимите, пожалуйста, руку, и наш администратор даст вам возможность выступить. И хотелось бы послушать человека, который еще не выступал. И когда вам дадут слово, я хотела бы, чтобы вы вот по списку примерно рассказывали, да, кто вы, какой ранг, и потом рассказали, если помните, вчера мы говорили, как необходимо делать планирование: год, кварталы, затем месяц, неделя и даже на уровне одного дня. Сергей Войтенко, вы можете говорить. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день.
Я Сергей Войтенко. Статус компании... Ой, сейчас, секунду, что-то какой-то отзвук идет. Не совсем понимаю, почему так. Сейчас попробую привыкнуть к этому отзвуку, а то я себя слышу больше, чем даже вас. Статус компании топ-менеджер, вот, но структура у меня небольшая, потому что я ее строил буквально за несколько недель, вот сентябрь-октябрь, потому что подключился буквально в конце сентября. Вот. А потом после Эвенти, которое прошло в Индии, я тоже немножко отвлекся от нашего бизнеса, от нашей компании. Вот. Достаточно быстро я сделал этот уровень, потому что был промоушен, помните, да, по маркетингу. Вот. Я понимаю, что на самом деле маркетинг-план, который сейчас существует, он даже лучше, потому что ты более планомерно поднимаешься по карьерной лестнице, и у тебя образовывается большая команда, ты в этом плане, скажем так, становишься большим профессионалом. Вот. Что касается проблем, которые у меня были до момента получения информации о компании и, скажем так, начала работы здесь, я работаю в сфере шоу-бизнеса, я артист. И, знаете, вот вчера тоже разговаривал с одним своим другом, и мы говорили о том, что по жизни ты пытаешься поднимаешься, потом какие-то происходят события. У меня, например, был продюсерский центр, вот, и у меня было много артистов, с которыми я работал, вот, и как только артисты чувствуют себя, значит, уже состоявшимися звездами, они начинают от продюсера уходить. То есть, соответственно, у тебя твой бизнес начинает потихонечку схлопываться. Вот. Потом я начал уделять время себе самому. То есть, как бы очередной виток в карьере, да, я начал посвящать время себе и по своему творчеству и так далее. Но тоже есть какие-то определенные проблемы, потому что вроде ты как бы пробиваешь эту стену, но у других получается лучше, чем у тебя. Ну, ты так думаешь об этом, по крайней мере. Вот. И я всегда искал возможность вместе с творчеством заложить какой-то механизм, который бы работал параллельно и давал мне возможность заниматься творчеством для удовольствия, а не для заработка денег. Потому что заниматься творчеством как заработком денег, это получается, ну, как бы творчество иногда и уходит, потому что ты думаешь о том только, как продать концерты, как их сделать больше, как их сделать дороже и так далее. Поэтому для меня компания NEMI это определенный выход на другие уровни и доходов в том числе, и, опять же, уровень общения. Может быть, он у меня, скажем так, на сегодняшний день и достаточно хороший, но здесь я нашел себе единомышленников, те люди, которые также мыслят, как и я, также хотят развиваться, также хотят помогать другим, и также хотят изменить ситуацию в жизни в своей и помочь людям изменить свою ситуацию. Вот. Каков результат сейчас? Я, видите, прям сразу иду по этому списку. Результат такой, что я очень рад, что я подключился к МКИ 2060, и все эти задачи и уроки, которые мы каждый день здесь проходим, они дают огромный стимул для работы не только в компании в нашей, но и просто по жизни дают какие-то понимания, и ты начинаешь действовать по-другому. Вот, вчерашний семинар тоже был очень полезный. Я сразу себе зафиксировал определенные вещи и как раз завтра хотел сесть за планирование, потому что, как сказал вчера Эндрю, что он делает это по пятницам. Ну, собственно, завтра попробую это сделать. Вот, вчера я провел два рандеву, вот, причем они были спонтанные. Это была встреча с моим агентом, который делает мне сейчас гастроли по Европе.
И мы с ним тоже разговорились вот о жизни. И он как раз говорил о том, что у него было тоже несколько работ, и у него были тоже артисты, и у него было много чего, и он поднимался, падал, поднимался, падал. И я ему вчера как раз и эту, скажем так, нашу тему вернул. Я говорю, а тебе не надоело вот так подниматься, падать, подниматься, падать? Может, тебе уже пора создать себе такой механизм, который позволит тебе не волноваться по завтрашнему дню, когда ты встанешь и будешь думать, а вдруг тебя кто-то предаст или ситуация в стране изменится, и ты потеряешь свой бизнес. Он сказал, мне это интересно, и мы с ним поговорили. Вот, и сегодня у нас намечено было рандеву уже с моим вышестоящим спонсором, но мы перенесли его на завтра. И вечернее было рандеву у меня по телефону. Звонила мне девушка, которая из другой сетевой компании предлагала мне тоже свой продукт. И я ей рассказал, что мне это интересно. Я прослушал ее, я все записал и предложил ей наш продукт в том числе. Она очень заинтересовалась, сказала, что мы обязательно должны встретиться и переговорить на эту тему уже на следующей неделе. Так что вот такие результаты. Спасибо огромное за марафон. Большое спасибо, что поделились с нами этой историей. Очень интересная история, и я очень рада, что у вас уже есть определенный прогресс, но помните о важности графика, о важности плана. Не откладывайте составление плана на потом. И помните, что планировать надо поэтапно, да, мы планируем не только на год, но и на квартал, на месяц, на неделю и на день. И это необходимо обязательно прописать, чтобы это было перед вашими глазами, чтобы вы видели перед собой полную картину. И помните, У нас есть желающие в испанском чате тоже. Эндрю обещал, что он поделится шаблонами, которые будут переведены на разные языки. Если вы еще не получили их, попросите лидеров в своих группах, чтобы они вам предоставили ссылки. И лидеры, если у вас нет ссылок, обратитесь к нам по соответствующим каналам. У нас есть еще один человек, который хочет поделиться своей историей. Поднимите руку, но сегодня уже не английский чат. Давайте кого-нибудь другой. У нас Кто есть желающие хотел? из испанского чата. Из испанского, хорошо. Сейчас я скажу Рите. Rita, we have someone from the Spanish chat. Yes, Rita, we have someone from the Spanish chat, if you allow. Денис, ты говоришь в русской комнате. Я говорю сейчас в обеих комнатах. Все, здорово. Давайте послушаем и нашего испанского слушателя. Пожалуйста, да, хорошо, представьтесь. сейчас я дам ему слово. Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Меня зовут Хуан Сан Августин. Я из Мексики, но я живу в США, в Техасе. Я сейчас агент. Я всего лишь 3 месяца в этой прекрасной компании и вместе с вами со всеми. Я очень горд тем, что я сейчас нахожусь здесь, и мне очень нравится участвовать в марафоне, потому что это огромный вызов, это очень хороший опыт для нас, и сейчас в моей команде приблизительно 30 человек, я работаю над этим, и в моем списке клиентов 30 человек, и проблемы, с которыми я сталкивался на сегодняшний день, это стеснительно. Вообще, я очень стесняюсь, на самом деле, говорить это, но я хочу сказать, что проблема моя заключалась в том, что мне было сложно подключиться к марафону, потому что у меня были экономические проблемы, я потеряла работу, но я сделала все возможное, чтобы подключиться к марафону,
И если я хочу подключиться, значит, я хочу, потому что это стоит того. И я делал все возможное, чтобы найти возможность, чтобы подключиться. И я одолжил денег у моих друзей, и именно это было моей проблемой для того, чтобы войти в этот марафон, да. И я осуществил первый платеж, и моя жизнь, на самом деле, и мое видение жизни, мои мысли, они поменялись. И поэтому я хочу продолжать дальше в таком же ритме, только идти вперед. Я также встречала людей, которые мне говорили о других сетевых компаниях, и я их слушал, я с ними разговаривал, я также потом, после того, как выслушав этих людей, я уже начал говорить о нашей компании, что предлагает наша компания, и что наша компания дает нам намного больше, чем могут предложить абсолютно другие компании, и эти люди также меня слушали, и я видел, что они тоже заинтересованы в этом, и мне нравится разговаривать вот так с людьми. Да, мне было немножко страшно, но я делала все возможное, чтобы переступить эту черту, да, и продолжать дальше разговаривать с этими людьми. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Rita. Из итальянского чата тоже есть желающие. Да, мы, конечно же, послушаем еще итальянского слушателя. Просто хотелось бы поблагодарить еще испаноговорящего слушателя. Дело в том, что объясню, почему у нас плохая связь. У нас сейчас шторм в Брисбене, и отсюда и плохая интернет-связь. Помните, мы говорили об управлении времени вчера, о планировании. Вот давайте на этом сосредоточимся, хорошо? Давайте, а теперь послушаем нашего итальянского слушателя. Да, алло, добрый день. Меня зовут Алессандра Конта, я лидер-менеджер компании. Я являюсь частью этой компании с 2018 года. Где-то в апреле-мае я подключился к вам. Что касается моего времени, которое посвящаю этой компании, это не все мое время. Конечно, мне все время нужно планировать мое время, потому что я являюсь коммерческим агентом по своей профессии, поэтому планирование – это очень важная вещь любого человека, любого из нас, потому что со временем мы можем управлять всем. Также я бы хотела добавить, я регулирую свое время, так как я работаю коммерческим агентом, я занимаюсь планированием, своим планированием именно по 6 месяцев, по полгода. Таким образом, мне проще работать. Поэтому, чтобы планировать бюджет, который мне необходим, поэтому я следую всегда планированию. Я так же, как и Эндрю, занимаюсь планированием по пятницам, потому что в пятницу я созваниваюсь с клиентами, и также у меня получается запланировать наперед 1-2 недели.
И затем как бы в следующую пятницу я могу как-то улучшить мое планирование, потому что я также еще и езжу, я очень много путешествую, поэтому мне нужно все время учитывать часовой пояс. И таким образом я могу еще и выиграть время. Я очень надеюсь, что то, что я запрограммировал в этом году, то есть еще больше посвящать времени нашей компании. Поэтому те возможности, которые нам дает компания на именно таком высоком уровне, никто нам не может предложить такую возможность. Поэтому буду продолжать заниматься планированием на этот год. Спасибо, я закончу. Спасибо большое. Ребята, спасибо всем, кто выступили, поделились с нами своими историями. Сейчас мы перейдем к следующему спикеру. И помните, что необходимо использовать те шаблоны, которые Эндрю Хокс нам обещал. Помните, он говорил, что необходимо определиться с 5 самыми большими приоритетами, которые вы хотели бы достичь в конце года. Сейчас мы перейдем к следующему спикеру. Давайте пройдем быстренько по проверке нашего домашнего задания. Составили ли вы расписание на неделю, на месяц, на 3 месяца до конца года? И помните, вчера нам говорили, что будет легче спланировать, если вы начнете с большого, да, с тех крупных целей, которые вы хотите достичь в конце года, а затем уменьшать срок планирования вплоть до месяца, недели и дня. Сейчас мы перейдем к следующему спикеру, и я сразу же извиняюсь за качество английского вещания на английском языке. У нас сейчас шторм, как я говорила, поэтому, скажем, обстоятельства, не зависящие от нас. А сейчас перейдем к следующему спикеру, Маршалу. Привет, спасибо, доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Спасибо, Рита, я понимаю, как сложно вещать во время шторма, никто не мог это предвидеть. Тем не менее, у нас как-то получилось, мы преодолели эту трудность. Хорошо, здорово. Меня зовут Маршал Ньонзима. Как вы видите на слайде, я представитель, один из представителей лидерского совета. Также я занимаю статус вице-президента по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Тренер, мастер-профи, закончил сам этот курс. Также я специалист в области блокчейна, блокчейн-технологий. Я бы даже не назвал себя специалистом, скорее бы я могу сказать, что у меня есть квалификация, полученная в одной из компаний, которая консультирует по вопросам блокчейна. Также у меня есть степень магистра компьютерных наук, я сам предприниматель и спикер. Рита, как мне сделать демонстрацию своего экрана, чтобы я мог дальше продвинуться по нашей сессии? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если вы меня слышите. Давайте посмотрим. Если все хорошо слышно, ставим плюсики или какую-нибудь обратную связь. Итак. Здорово. Ребята, давайте еще один вопрос вам задам. Кто из вас поставил перед собой
И кто, скажем так, нет, сделал себе обещание на Новый год. Знаете, как мы обычно говорим, ну все, с Нового года я вот сделаю это. Поставьте 5, если вы действительно что-то себе обещали сделать с Нового года, начать делать с Нового года. Новогодние обещания, знаете. Так вот, и если вы каждый год даете себе какие-то новогодние обещания, поставьте 4, если вы действительно добились или выполнили свое обещание. Или поставьте 3, если вы постоянно себе обещаете что-то, но никогда не выполняете эти обещания. Так, вижу очень много 4, 3 есть тоже. Понятно. Понимаете, нам очень хорошо у нас получается ставить цели, делать себе обещания. Но проблема в чем? Что мы ставим себе цель, и на этом мы и оставляем это дело. Так вот, сегодня я хотел бы поблагодарить о том, как устанавливать задачи, но как и стать человеком, который их достигает. То есть многие люди, они ставят цели, но их не достигают, понимаете? Давайте поставим плюсик в чат, если вам интересно будет узнать, как же и осуществить свою цель, а не только ее поставить. Здорово, хорошо, вижу. Итак, позвольте мне задать тогда другой вопрос. Так вот, когда вы ставите цель себе, вы хотите... Вы просто заинтересованы в достижении этой цели, или вы даете себе обязательство ее достичь. Понимаете разницу? Вот давайте и посмотрим. Поставьте в чат. Либо заинтересован, либо взял обязательство. Я вот вижу, что в английском чате очень много людей пишут именно взял обязательство. Так вот, люди, которые просто заинтересованы, вы будете делать то, что вам удобно. Вы будете чуть-чуть по чуть-чуть делать. Например, вот этот марафон, да? Вы поставили себе цель кем-то стать, посещаете марафон, но вы посещаете марафон не каждый день, да? Вы посещаете там через день. А люди, которые хотят и взяли обязательства, потому что если вы берете обязательства, вы перестанете искать оправданий. Вы сделаете все, что надо сделать, чтобы достичь этого. Если вы взяли обязательство привести себя в порядок, вы идете в спортзал. Или, например, вы начинаете заниматься пробежками. И неважно, какая погода за окном, вы все равно идете под дождь, снег, в жару. Вот это означает взять обязательство и двигаться в направлении достижения своей цели. Позвольте рассказать мне свою собственную историю. В прошлом году, в 2019 году, у меня была система, которой я с вами поделюсь. Я поставил себе цель, и я использовал эту стратегию, чтобы подняться с уровня менеджера до вице-президента всего за 3 месяца. Потому что я взял на себя обязательство это сделать. Хорошо? Итак, начнем. Я с вами поделюсь тому, как можно ставить цели и как их достигать. И для этого я использую пирамиду целей. Итак, первое, что я делаю, как я уже говорил, понимаете, люди ставят, но не достигают. Но они, когда ставят цель, они не конкретизируют ее. Вы, например, говорите «хочу быть богатым». Для разных людей слово «богатство» или «богатый» может означать совершенно разные вещи. Вы должны конкретизировать. Если вы хотите достичь, например, определенного уровня здоровья, вы должны уточнить. Хотите достичь определенной финансовой ситуации, будьте конкретным. Какую цифру вы хотите зарабатывать? Каждый месяц, например. Пропишите эту цифру, а не просто в общих чертах говорите. Будьте конкретны. Если вы ставите цели какие-то в бизнесе, тоже будьте конкретны.
напоминаю, значит, главное быть конкретным. Например, хочу зарабатывать 10 тысяч долларов каждый месяц, и уставьте себе крайний срок. Как говорят на английском, deadline. Поставьте себе его. И тогда Вселенная это исполнит. А поскольку вы прописали, это становится как приказом, командой. Следующая часть установки целей. Мы на английском это называем STP. И это совсем не какой-то, знаете, жаргон и внутренняя лексика компании. Объясню. S означает стратегия. T означает тактика. То есть вы должны разработать тактику. Многие люди ставят перед собой цель, но у них нечем подкрепить эту цель. У них нет ни стратегии, ни тактики достижения этой цели. Понимаете? И третья буква P означает процесс. Вы должны иметь определенный процесс. Итак, позвольте мне объяснить или даже разъяснить, что необходимо делать. Так вот давайте расскажу на примере того, что я сделал, когда ставил свою цель стать вице-президентом. Хорошо? Стратегия, которую я себе выработал, заключается в следующем, что я пройдусь по своему списку контактов, и я позвоню, и я взял обязательство, что буду звонить 5 людям в день. Это моя стратегия была. 5 людей в день из своего списка контактов. Вот моя стратегия. А тактику, которую я использовал акции компании, промоушены, которые есть в нашей компании. Например, люди, которые регистрируются, у них была возможность попробовать продукцию компании бесплатно. Более того, на тот момент они получали 20 юнитов. Кто помнит эту акцию в компании? Поставьте плюсик. Здорово. Так вот, я использовал эту тактику, чтобы дать им, как мы называем, что-то халявное, чтобы их заинтересовать. И я показывал, смотрите, вот бесплатное образование, подарки. И многие люди, конечно же, воспользовались этим. И процесс, который я использовал, заключался в том, что я повторял, то есть повторяемость. Каждый день я пробегался по своему списку контактов и ставил птички напротив имен 5 людей каждый день, с которыми я поговорил, или, например, минусики, если я еще с ними не поговорил. Помните, мы составляли список клиентов? Я смотрел вашу домашнюю работу, многие ваши домашние задания, и я увидел, что, ребята, вы в свой список контактов включили людей, которые уже в вашей структуре, в вашей команде. Ребята, не в этом смысл. В список контактов необходимо было внести людей, которые вы знаете, но которые еще не в вашей структуре. Смысл вкладывать в список, включать в список человека, который и так уже с вами. Понимаете? Я хочу точно убедиться, что вы поняли. У вас должна быть цель, стратегия и тактика, и процесс, которые бы подкрепили, помогли достичь вашу цель. В противном случае вы будете просто человеком, который ставит цели, но не достигает их. Итак, ребят, поставим плюсик, если вы поняли, что я хотел донести, или минусик, если вы не поняли. Здорово, вижу, плюсики посыпались, как дождь. Так, следующее важный момент – это привычки. Каждое утро, помните, в рамках этого марафона мы вас просили, давайте позанимаемся физическими упражнениями, выпьем стакан воды. Вы думаете, что это какие-то фокусы и приемы? Нет. На самом деле это помощь вам выработать привычку и проявить приверженность к какому-то действию. Так вот, привычка – это как ежедневный ритуал.
Если у вас есть цель, и если у вас не будет привычки перечитывать их каждый день, это сопоставимо с книгой, которую вы купили и просто поставили на полку. Так вот, вам необходимо выработать привычку делать какие-то действия каждый день. Например, когда речь идет о целях, я встаю и каждое утро их перечитываю, чтобы напомнить себе, к чему я стремлюсь. И я перечитываю свои цели, прежде чем пойти спать. Иногда я могу забывать, а потом вспоминаю, что нет, я еще не перечитал свои цели. Это стало для меня ритуалом. Я помню, что я читал как-то своей семьей вместе был, и я вслух читал эти цели, и мои родственники смеялись надо мной, над теми целями, которые я перед собой поставил. Они не думали, что я за такой короткий срок их достигну. А потом они увидели, что все, что я проговаривал вслух, становится реальностью. Они наконец-то начали понимать силу и мощь этого ритуала, этой привычки. Поэтому выработайте в себе привычку пересматривать, перечитывать поставленные вами цели. Следующий момент. Кто-то говорит, что звук не очень хороший. Ну, видимо, в английской комнате. Ребят, давайте обратную связь, английский чат. Как слышно? Возможно, значит, проблема как раз-то на стороне этого человека, раз он единственный, кто плохо слышит. Хорошо. Итак, вера. Вера – это самый мощный инструмент. Верование, убеждение, вера – это что-то, что прививается с самого младенческого возраста. Это то, что нас постоянно окружает с самого детства. Это то, что вам говорили родители, когда вы были ребенком. Тот результат, который у нас сегодня, это следствие всех тех верований, всей той веры, которая у нас была выработана до этого. Так вот, что нам сейчас необходимо сделать? Необходимо выработать новый тип веры. Необходимо выработать новый тип веры. Итак, как мы можем это сделать? Вы зададите себе вопрос. Вы можете заниматься так называемыми утверждениями, заявлениями. Я вам объясню, что я имею в виду. Где бы вы сейчас не были в мире, повторите за мной следующую фразу. Готовы, ребята? Готовы повторить за мной? Чтобы вы могли выработать в себе эту веру. Чтобы укоренилась она, эта новая вера. Поставьте «да», «yes», «си», что угодно. Так вот, два самых мощных слова в языке, следующих два. «Я есть». «Я есть». Да, в русском нет как бы формы «быть», но есть старая форма «я есть». «Я есть процветание». «Я есть благополучие». «Я есть изобилие». «Я есть рост». «Я есть влияние». «Я есть богатство». «Я есть роскошь». «Я есть зажиточность». «Я есть магнит процветания». «Я есть денежный магнит». «Я процветающий человек во всех отношениях». «Я мастер богатства». «Я открыт к любому богатству, к любым богатствам». «Я в гармонии с энергией богатства». «Я очень чрезвычайно богатый человек». «Я есть сама уверенность». «Я есть красота». «Я красив, красивая». «Я достоин или достойна заработать большие деньги». И я не ограничиваю себя ни в чем. И мы можем продолжать бесконечно эту мантру. Найдите для себя то, если вы хотите, если кто-то вам говорит, что вы недостаточно хороши, а вы себе говорите: нет, я хорош, я хороша, и повторяйте себе это каждый раз. Мы единственные
создания на этой планете, которые могут изменить свою судьбу, если они хотят этого. Просто скажите «да», если вам помог этот совет. Или считаете его полезным. Здорово. Есть два типа веры. Есть вера явная. Что имеется в виду под явной? Явная – это когда вы сами себе говорите, например, «Я верю, что смогу сделать это. Я верю, что достигну этой цели». То есть это то, что видят другие люди, понимаете? Это хорошо, но есть и другая вера, которая более мощная. Это скрытая, внутренняя вера. Это то, что внутри вас. Вера, которая у вас внутри. То, во что вы верите, это тот голос, который вам говорит и постоянно спрашивает, а можете ли вы это сделать? Способны? Достаточно ли вы хороши? А может быть, эти люди, они правы, когда говорят, что я недостоин? Так эта вера, как раз-то она будет толкать вас вперед. И если вы ее измените, если вы сделаете ее своим помощником, вы достигнете своей цели. Вы должны изменить этот тип веры. Вы должны поверить, что вы достаточно хороши, что вы способны достичь. Что вы взяли на себя обязательство пройти марафон, и неважно, какие будут препятствия. Что вы готовы следовать видению компании, несмотря ни на все, ни на что. Есть люди, которые заинтересованы в зарабатывании денег, в реализации видений компании. А есть люди, которые теряют это видение, эту веру, как только что-то идет не по их плану. Но если у людей есть обязательства, если они придерживаются своей приверженности, они достигнут финансовой свободы и независимости за счет решимости, решительности. Так вот, ребята, от вас уже зависит, какая будет у вас вера, явная, скрытая, и какая из них вам поможет достичь вашей цели. И я делаю ставку на скрытую веру, внутреннюю веру. Также вам необходима большая причина или ответ на вопрос «почему?». Если ваш ответ на этот вопрос «почему?», вы скажете «деньги», поверьте, вам будет очень сложно достичь своей цели. Ваше «почему», ваша причина должна быть больше, чем вы сами. Это должна быть цель, которая пугает вас. Как понять, достаточно ли крупная у вас цель? Она должна вас пугать. Помните, я себе поставил цель, что до ивенти я стану вице-президентом, а я был менеджером. И тогда у нас было 4 линии в моей структуре. Мне казалось, эта цель просто недостижимой, невозможной. Маленькая структура, но я взял на себя обязательства. Я использовал стратегию, тактику, процесс. Я выработал привычки. Я изменил свой тип веры. Я того бесенка, который мне говорил, ты не сделаешь, переборол его. Я сказал, нет, я смогу, я сделаю. И примерно спустя пару недель, генеральный директор объявил акцию. Помните, перед ивенти 2 на 2 акция? Вот вселенная, ее ответ на мою цель. И это применимо ко многим другим людям. Я всегда хотел стать спикером, международным спикером. И это был мой шанс стать спикером перед 20 тысячами людей на ивенте. Это была моя крупная, пугающая цель. Она сводила меня с ума. Вот моя крупная цель. Я сказал себе, я буду там, но критерием должно быть топ-менеджер и выше, минимальный критерий. Поэтому какая же ваша цель перед следующим ивенте в России 2020 года? Мы сейчас участвуем в марафоне 260. Какая ваша цель?
Так вот, большая причина очень важна. И следующий элемент в этой пирамиде – последовательность. Очень важно, чтобы вы от постановки целей, прописания этих целей, объединили это со стратегией, тактикой, процессом, выработали привычки, делать это каждый день, добавляете сюда веру, определяетесь с вашей большой причине. Если вы все это объедините в последовательную цепь, тогда и начинается волшебство. Тогда начинаются чудеса. Вселенная начинает вам дарить это все. Вселенная будет кланяться вам и даст вам то, что вам нужно. Пожалуй, напоследок скажу вам следующее. Вот эту цитату Тони Роббинса. Постановка целей – это первый шаг превращения невидимого в видимое, в реальность. Если вы не пропишете свои цели, та невидимая цель, ваше желание никогда не реализуется. Необходимо прописать ее, выработать стратегию, тактику и процесс. Изменить свою веру, выработать привычку, и тогда начнется волшебство, ребята. Надеюсь, вам помогут эти советы, будут для вас полезными. Ребята, многие из вас вот в домашней работе мне написали: я поставил себе цели, но не знаю, что делать. Надеюсь, сейчас вы будете это знать. Я представлю следующего спикера. Великолепный спикер. И хочу вам представить его. Харвиндер Сингх. Спасибо, Маршал. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как слышно? Проверка связи. Надеюсь, вы видите, что у меня на слайде. Угу. Наверное, большинство из вас меня уже знают. Меня зовут Харвиндер Сингх. И я себя называю Хари, и друзья меня называют Хари. Я представитель президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, сертифицированный тренер, мастер-профи и ведущий гений финансов. Также являюсь членом ассоциации «Генералы мира за мир», лидер компании в Индии, поскольку большинство своей работы я провожу как раз в Индии. Я предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. Вот это мои квалификации. Всего этого я достиг в этой компании. И я вам расскажу, как я достиг этого. Итак, ребята, сегодня моя тема будет: что же значит клиент? Я думаю, мы уже много тем охватили в рамках марафона. Сегодня я хочу поговорить о роли клиента и партнера. Что необходимо думать, прежде чем вы позвоните вашему потенциальному клиенту? Попытаться понять его чувства заранее. Кто-нибудь знает, что означает клиент? Какова роль клиента в нашей компании? Может, кто-нибудь напишет это в чате, расскажет нам об этом в любом из чатов. Так, хорошо. Вижу, кто-то уже отвечает. В английском чате у нас есть ответы. Нил написал что-то. Да, прямо, наверное, в точку. Угу.
Нил поставил 3 долларовых знака. Интересно. Ну, знаете, у всех людей свое собственное представление о роли клиента и партнера в нашей компании. Но некоторые люди, они думают о следующем. Некоторые люди думают, что клиенты нужны только для денег, для долларов. Правильно? Угадал же? Согласитесь. Мы звоним клиенту, потому что хотим заработать. Как только этот клиент вам там становится с вами на одной волне, вы его убедили, и он становится вашим единомышленником, его мир меняется, как ваш мир в свое время изменился. Так оно и случается. Правильно? Поставьте единичку, если вы считаете, что так оно и есть, и двоечку, если нет. Многие люди, они рассматривают клиента как источник денег. Очень часто люди получают комиссионные и забывают о клиенте. И они совершенно забывают о видении компании, о миссии компании. Такое случается, к сожалению. Но если вы действительно задумаетесь об этом, и могу вам сказать из собственного опыта, если вы тот человек, который рассматривает клиента как источник денег, поверьте, многого вы не достигнете в будущем. Если вы гонитесь только за деньги, гонитесь за деньгами, вы будете их копить, зарабатывать, а потом жизнь заканчивается. Да, вы заработали денег, но с кем вы их потратите? Подумайте. У вас не будет друзей, у вас не будет семьи. У вас нет человека, с которым вы бы могли поделиться сокровенным. Деньги – это всего лишь бумага. Из-за своей жадности мы закроем себе врата в рай. Если бы все люди относились к клиенту как к ребенку, вот, например, если у нас ребенок, мы же ухаживаем за ним, мы его одеваем, кормим, выращиваем, воспитываем, а потом ребенок взрослеет, он уже узнает сам жизнь, и мы можем переключить свое внимание на нового ребенка. То же самое с клиентом. Мы должны относиться к клиенту как к ребенку. И если вы хотите, чтобы этот клиент остался с вами на всю жизнь, установите с ним связь, сделайте его своим другом. В нашей компании мы глобальная семья. И я очень рад, что именно так работает в нашей компании. И видение компании, миссия компании – помогать людям. Мы не сосредотачиваемся только на деньгах, абы получить комиссионное вознаграждение, и все, мы забываем о клиенте. Нет, мы помогаем клиентам, мы ведем их. Помните слайд с моими, назовем их, регалиями? Я смог их достичь, потому что я не оставлял своих клиентов. И вот почему я люблю свою компанию. Это наша компания, моя страсть. И все люди, например, Драгош Станчу, Мила Сердюкова, Арманд, Анет, Нил Моррисон, Эндрю, Харин, Алена, все лидеры очень сильно мне помогли в свое время, чтобы моя жизнь стала лучше, чем она была раньше. И это и есть видение мое собственное и видение компании. А во многих компаниях MLM, многоуровневого бизнеса, вы этого не увидите. А у нас вы
член семьи, а члены семьи помогают друг другу. Если вы со мной согласны, поставьте единичку. Если вы согласны с тем, что в компании, в семье люди должны помогать друг другу. Я ведь прав, правда? Да, конечно. И только одна компания в мире, у которых видение, задачи и миссии – это одно, а именно принести счастье в этот мир. Наша миссия – это совместный рост и достижение финансовой свободы для всего мира. Может, вы знаете Винс Ломбарди. Я хотел бы процитировать его. Он говорит, что индивидуальная приверженность общим усилиям – это то, что заставляет работать команду, работать компанию, работать общество. А если работает общество, работает вся цивилизация. Если мы все вместе будем работать как команда, если мы все будем думать теми же схемами, стремиться к тому же видению и миссии, следовать видению и миссии наших лидеров, в конечном счете это принесет пользу всему миру. И это возможно только в нашей компании, где люди преданы и сердцем, и разумом. Здесь люди думают об общем благе, а не просто о том, чтобы заработать еще дополнительный рубль, доллар. Правильно ведь? Действительно, отдельный человек может изменить ситуацию к лучшему. Но для этого необходима хорошая платформа. Но представьте, если мы все объединим свои усилия, тогда мы не просто изменим ситуацию, окажем влияние, мы совершим чудо. Рост не будет останавливаться. Каждый день мы будем расти. В многоуровневом крауд-инвестинге, в целом в сетевом бизнесе, только небольшой процент действительно зарабатывает деньги. В нашем бизнесе все зарабатывают деньги. Вы с нами? Поставьте единичку, если вы с нами. Готовы ли вы поделиться этой информацией, видением, миссией нашей компании с другими? Готовы ли вы не рассматривать клиента как источника доходов? Многие так и делают. Они получили комиссионные от клиента и больше даже не отвечают на его звонки. Я уже 3 года в этой компании работаю. И ни разу мне не отказали в помощи. И потому что наши лидеры, наши люди работают вместе. Ярким примером является марафон 260. Люди друг другу помогают. Мы работаем как единая команда. И это есть только в нашей компании. Готовы ли вы на 100% выложиться? Готовы ли вы делиться образовательными возможностями с другими людьми? В Индии, например, люди очень часто подписывали клиента, но потом не сосредотачивались на этом клиенте, не делились с ним полезной информацией. Как только клиент подписывался в их структуру, все, о нем забывали. Но нельзя же думать постоянно о деньгах. Наша миссия – это объединить мир. Потому что мы работаем с душой и разумом. И наша цель, наше видение – это сделать эту планету нашим общим домом.
благодаря новой экономической эволюции мира. Это идея, концепция нашего генерального директора. Когда вы думаете о клиенте, вы думаете, хорошо, составил список клиентов, позвоню этому человеку, но прежде чем звонить этому человеку, подумайте, а почему вы хотите ему позвонить? Что вы ему можете дать? Будете ли вы ему говорить о видении компании? Готовы ли вы предоставить полезную информацию, которая поможет ему в будущем, которая поможет ему разобраться в прошлом, разобраться в настоящем? Готовы ли рассказать историю нашей компании? Потому что если вы не расскажете им правду о миссии, о видении, если вы не дадите им точную информацию, тогда у вас проблемы. А если у вас проблемы, то у вашего клиента будут проблемы. А если у вас и у клиента проблемы, тогда и у компании будут проблемы. Поставьте плюсик, если вы со мной согласны. Да? Большое спасибо. Вот что я хотел вам сказать о клиенте, поскольку для меня клиент – это член семьи. Клиент – это мой брат, моя сестра, мой родственник. Пожалуйста, и вас я призываю, когда вы думаете о клиенте, используйте сердце. Когда вы делаете продажу, подумайте, почему вы ее делаете. Не думайте о комиссионных. Мы не просто какие-то сетевики, мы многоуровневый краудинвестинг. Мы работаем как команда. Спасибо большое, что вы слушали меня. Сейчас я снова предоставляю слово Маршалу. Большое спасибо от всего сердца. Здорово. Большое спасибо, Харри. Было здорово. Было очень интересно тебя послушать. Итак, что же у нас осталось? Давайте разберемся. Вы видите демонстрацию моего экрана? Ребят, видите домашнюю работу, которая у нас на слайде? Так, давайте попытаюсь еще раз сделать демонстрацию. Так, хорошо. Домашнее задание на сегодня, домашнее задание номер 10 заключается в следующем. Напишите, какого статуса вы хотите достичь к моменту проведения ивенти. Если вы сегодня менеджер, призываю вас метить в вице-президенты. Если вы агент, метьте в топ-менеджеры. Метьте настолько высоко, чтобы вас это пугало до чертиков. Поэтому ставьте цели, а затем пропишите стратегию, тактику, процесс. Вырабатывайте привычки, чтобы делать это каждый день. Измените свою веру путем медитации, заявлений и других многих приемов. И постарайтесь определиться со своей причиной, той большой причиной, тем ответом на большой вопрос «почему?». И хватит отговорок. Кем вы будете, когда приедете на ивенте? И следуйте этому процессу. Хорошо? Итак, когда мы это делаем, помните, что в марафоне 260, и если вы партнер или агент, цельтесь на топ-менеджера. Представьте себя тем человеком, который выйдет перед всеми участниками на сцене. Как правило, в нашу жизнь притягиваются не те вещи, которые мы хотим, а притягивается, в нашу жизнь приходит то, кем мы хотим стать. Поэтому, если вы хотите стать
топ-менеджером, станьте топ-менеджером внутри сначала. И Вселенная вам поможет стать топ-менеджером и снаружи. Мы говорили о единстве, мы говорили о необходимости работать единой командой. Потому что, помните, ребята, я очень много вижу, что много жалоб людей поступает, что они с чем-то не справляются. Но помните, что результат зависит от нас всех вместе взятых. Результат компании не будет зависеть от одного человека, от одного генерального директора или от одного там вице-президента, менеджера. Результат и достижение миссии новой экономической эволюции мира зависит от результатов деятельности каждого из нас. Мы должны распространять нашу миссию, наше слово и помочь компании двигаться вперед. Поэтому я вам желаю стать тем, достичь того ранга, который вы хотите. Также я хотел бы, чтобы вы заработали столько, сколько вы хотите заработать. Я также желаю вам быть в том состоянии здоровья, в каком вы хотите, и поставьте себе цель стать человеком, который достигает целей, а не просто их ставит перед собой. Ребят, спасибо, что сегодня меня выслушали. Надеюсь, сегодняшняя сессия вам показалась интересной и полезной. И будьте тем человеком, который привержен марафону 260, а не просто заинтересован в нем. Потому что заинтересованные люди не добираются до вершины. Ребята, хорошего вам дня, доброй ночи и утра, дня, вечера, где бы вы ни находились. Всем мира, до скорого.